Всех приветствую на моем канале, я Трак-драйвер. Если тебе интересно и ты хочешь больше узнать о работе дальнобойщика, подписывайся на канал, ставь лайк и погнали. Если вы хотите стать трак-драйвером, конечно же вам нужно пройти сиделок-школу. Я уже это сделал. Кому интересно, подсказка в верхнем правом углу. После школы вы захотите устроиться на работу трак-драйвером, но если у вас нет опыта, то для начала нужно найти фирму, которая готова взять новичка. Даже если такая фирма найдется, вам все равно придется пройти стажировку. Недавно я сам прошел этот этап, и в этом видео я расскажу и покажу, как это было и с чем я столкнулся, и на что обращать внимание на стажировке. Что, банда, всем привет, началась стажировка. Вон дядька, который меня стажирует, лежит, пузо чухает, там с кем-то по телефону говорит. Езжу уже на этом фредлайнере. Еще не сильно габариты чувствую, тяжело на нем, особенно с таким длинным прицепом гасать. Но понемногу уже привыкаю. Хантер у нас холодильник, рефрижератор. Выставляете там температуру, вы отвечаете за нее, отвечаете за топливо, которое внутри, чтобы хватило. Вот здесь нужно смотреть. Стажировка проходила около недели, но особо видео не снимал, так как на стажировке главная цель это проверить, как ты чувствуешь габариты и научить пользоваться приложением, по которому мы работали с JB Hunt. После стажировки мне выдали красный фредлайнер, и я начал работать по локалу. В принципе, работать по локалу очень легко. Ты приехал, зацепил рефрижератор, контейнер и уехал. Если ты приехал, у тебя стоят только шасси, ты подъехал, попросил погрузчика, чтобы он поставил контейнер. Главное не забыть закрыть пины, чтобы не потерять груз или контейнер. У нас очень много грузовых контейнеров было именно от фирмы JB Hunt, так как у нас с ними был контракт. Это очень большая компания, занимающая грузоперевозками. Также у них есть свои водители, но мы работали с ними просто по контракту. По локалу, в принципе, работать было несложно, кроме тех моментов, когда были сильные ветра и ураганы. Ребят, ветер жесткий, я еду с пустым контейнером, пришло только что оповещение о том, что надвигается шторм, будьте внимательны. Блин, я переживаю теперь, потому что я еду не с груженным, а с пустым. Некоторые машины останавливаются, вот парковку только что проехал, прячутся там, некоторые под мостами стоят, хотя нельзя стоять, а я, блин, туманю. Воу-воу-воу, офигеть, вот это когда выезжаешь из-за скалы, так скидывает в сторону. Я уже на длинном затяжном спуске, engine включил, брэкс, торможу мотором, спускаюсь понемногу. Нельзя тормозить на таких спусках тормозами, тормоза перегреются и они просто пропадут, максимум там по 5 секунд и отбрасываете. Вон внизу уже вижу, там где водичка, там бумагу делают, рядом лес поливают, делают, я уже спускаюсь. Я доволен, спустился почти уже до конца, ветер тут намного меньше. Видите, для траков спуск такой длинный, 35 пишет, но это для груженных. Получается, что вот здесь, когда вы спускаетесь, также есть такие места специально, там где вы можете съехать, надписи есть, что есть рампа, тормозить там где можно. То есть если у вас тормоза отказали, можете доехать до рампы, то и съезжать. Сейчас я вам ее покажу. Вот этот знак Runway Track Ramps, то есть неуправляемые траки должны съехать в эту рампу. Это специальная рампа, она взрыхленная, видите, щебенка взрыхленная, чтобы здесь мог застрять трак. Но это отдельная история. В Америке рампы не такие продвинутые, как в Европе. Здесь они очень высокие, особенно в горах. Вы едете очень высоко, и представьте, как вам спускаться назад без тормозов только одному богу известно, потому что у вас тяжелый груз, вам с трейлером нужно резко сдавать назад, вы ничего не видите, все в пыли. Это большая проблема в Америке, потому что здесь дорог очень много, а в Европе такой проблемы нету. Почему? Потому что в Европе рампы немного глубже, чем у нас. И там, когда вы застряли, вас подъехал просто кран, поднял и поставил. Я благополучно спустился вниз на предприятие. Кстати, здесь еще делают бумагу, обрабатывают древесину от вредителей, там, от жучков всяких, чтобы они не заводились. Технология такая, они поливают водой от 1 до 6 месяцев, потом естественная сушка примерно 6-12 месяцев, но также есть специальные сушки, то они там до 6 недель, наверное, сушат. И общий цикл примерно от 6 месяцев до 2 лет занимает обработки дерева. Поменял трейлер и выдвинулся в дорогу.
что ж, вот и родной город Спокен. Когда я ехал в Спокен на обратной дороге, я решил все подсчитать. Я подсчитал, что дорога у меня занимает в среднем 6 часов. За 6 часов я зарабатываю $140. $140 это очень мало. Я решил, что нужно делать 2 рейса. Но когда ты делаешь 2 рейса, это занимает примерно 12 часов. Ты приезжаешь очень поздно домой ночью. Нужно что-то менять. И что именно я поменял, вы узнаете дальше в видео. Смотрите, какой красавчик, какой у него дом на колесах. Это просто жесть. Ему вообще можно где хочешь жить, ездить. Там собака за рулем сидит. Привет! Американский, не, просто бульдог, да. Я такого тоже хочу купить. Вот это аппарат, он мне просто в камеру не влазит. Хорош. Ну что ж, ребятки, новый день, новые приключения. Я не хотел работать по локалу, попросился на дальняк, поэтому я еду с Женей, он меня будет стажировать. Кстати, вот этот именно груз мы сейчас везем, это алюминий для самолетов. Сбегал, купил себе перекусить, похавать, попить. Сейчас заземлимся, немножко отдохнем и двигаемся дальше. Я пришел в душ, уже дверь открыл, вот так он выглядит, это 4-я комната, вот там передают сверху shower 4, это значит комната 4, кастомер номер такой, это у вас в приложении пишется, какой у вас номер. Ну вот, у меня номер 5, я уже захожу сюда. Ребята, извините, что я ничего вам не снимал, как грузится груз и так далее, это я все сниму в следующих сериях. Душ хороший. В каждом лавсе мне нравится душ как дома, очень классный. Сейчас быстренько купаемся и завтра утром выдвигаемся дальше на разгрузку и брать будем новый груз. Смотрите, какая техника, вот он грузит, он сам едет, ну, джойстик держит в руках джойстик, и эта штука сама заезжает, там человек внутри не сидит. Прикольно. Приехали, там запарковались, и я такой смотрю, тут смотрите, какая красота. Это штат Вайоминг. Прикольно они придумали. Ну что ж, ребята, наш недельный трип подошел к концу. За эти 7 дней я заработал $600, это фиксированная ставка на стажировке. Сейчас у нас последний рейс в сторону дома, 1860 миль, уже осталось около 700. Особо много не снимал, так как сам стажировался. Сейчас мы везем прицепы. Кто подписан на Instagram, тот, в принципе, я думаю, видел сторис. Если вам интересно, сколько я буду зарабатывать и процентов от груза, какой доход у меня будет в месяц, то подписывайтесь, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить мои видосики. Дальше будет только интересней. Ну а также всем спасибо, кто досмотрел мой видос до конца. Всем покеда и удачи!